Thank you for riding the Staten Island Ferry. Привет, с вами как местный. Сегодня плывем на бесплатном пароме, смотрим, что можно сделать в спальном Стейтен-Айленде, ну и заодно посмотрим, как туристы на Статую Свободы, пусть издалека, но зато совершенно бесплатно. Для этого отправляемся в Battery Park, пешком или на поездах 1, R или W. До остановок Whitehall Street или South Ferry. Оттуда следуем указателям на платформе к выходу South Ferry. Если вы все сделали правильно, Staten Island Ferry терминал окажется прямо перед вами. Итак, поехали. Торопиться нам некуда, поедем на эскалаторе. Паром на Стейтен-Айленд абсолютно бесплатно отправляется, он круглосуточно в начале каждого часа и в середине каждого часа. Теперь главное это прорваться через всю эту толпу и успеть занять место на палубе справа, чтобы плыть как VIP с видом на Статую Свободы. Это успех. С задней палубы открывается просто потрясающий вид на Манхэттен. Знакомая картинка. Нью-Йорк именно такой, каким вы себе его представляли по фильмам, сериалам, рекламным роликам. В такие моменты понимаешь, что Нью-Йорк красив, а ты нет. В общем, доставайте свои смартфоны и снимайте. Солнце садится за статуей, поэтому для фотографий в контражуре отправляйтесь на закате. Ну а для четких фоток с самой статуи это лучше сделать в первой половине дня. Пока вы молоды и вам нужны лайки, не забываем про селфи. Кстати, заплыв в одну сторону занимает приблизительно 20-25 минут. И вот мы видим, толпа туристов позади меня просто садится на другой паром и плывут обратно в Манхэттен. В общем, туристы плывут обратно. Мы же с вами хотим посмотреть, что делают местные. Итак, Стейтен-Айленд действительно ничем не примечателен. И хотя путеводитель говорит нам о том, что в Стейтен-Айленде есть и свой зоопарк, и ботанический сад, и даже центр современного искусства, все же это достопримечательности районного масштаба, а не городского. Поэтому, если вы хотите посетить зоопарк, отправляйтесь в Бронкс, ботанический сад в Бруклин, а центр современного искусства, конечно же, в Манхэттен. Давайте все-таки посмотрим, что же можно сделать в Стейтен-Айленде, не отходя далеко от парома. Например, можно присесть вот в такой вот летней кафехе с отличным видом на Манхэттен, где предлагают вполне неплохие морепродукты и всякого рода алкоголь. А еще буквально недавно, всего пару месяцев назад, прям у портового терминала открылся торговый центр. Давайте пойдем посмотрим.
Ну, Balenciaga и прочими лакшери здесь не пахнет, зато полно брендов среднего звена, outlets и factory stores. Ну и, собственно, вся прелесть так называемых outlets или factory stores в том, что товар сюда попадает напрямую с фабрики, поэтому у вас есть отличная возможность сэкономить. Ну, если с одеждой здесь все в порядке, то с едой тут пока не очень сложилось. В основном одни сладости. Пристроюсь-ка я, пожалуй, в самую большую очередь и буду пробовать то, что пробуют все – бельгийские вафли Waffle Delice. Thank you. Слушайте, ну это почти что ужин с видом. Ну, выглядит мыло кранчи немножко не так, как на картинке, но вот сейчас я попробую и скажу вам, стоит его брать или нет. Очень много сахара, но безумно вкусно. И вполне стоит этих денег. В общем, если у вас есть час-другой, вы вполне можете его провести в этом торговом центре. Может быть, найти себе какую-нибудь чисто американскую вещь и купить ее с огромной скидкой и привезти в память о своей поездке. Вот. Ну и если у вас осталось еще несколько минут до парома, вот можете прогуляться по этой недавно построенной набережной. Вот отсюда, по-моему, неплохая точка, чтобы сделать хорошую панорамную фотографию Нью-Йорка. Ну что ж, пора обратно в город. Все.